Ребята, всем привет, с вами снова Михаил, и сегодня мы продолжим наш затянувшийся такой урок с пистолетом. Вот, сегодня будет вторая часть, и непосредственно в этой второй части мы займемся рельефами. Вот, ну, собственно, хотел такую маленькую ремарочку вначале сделать. То есть, смотрите, в данном уроке как бы я не старался там вырисовывать какие-то кривые, может быть, где-то будет какие-то несостыковки, еще что-то. Ну, то есть я просто хочу вам показать принцип работы со слоями, да, скажем так. Основной мой посыл вот в данном уроке, как я работаю со слоями. То есть я, как бы хотел, чтобы вы сакцентировались, наверное, на этом. Ну и, собственно, просто повторяйте за мной и, наверное, поехали. Итак, собственно, у нас будет отдельный рельеф для барабана. Сейчас мы его немножко допилим. Вот. Ну и, как всегда, давайте сделаем из него полуокружности. Вот. Делаем вот одну окружность, делаем вторую окружность. Смотрите, у меня вот небольшой такой косячок, да, был, недоработка. Если вы видите, да, вот между сферой и вот этой второй окружностью есть вот такая, скажем, выемка. Собственно, мы ее сейчас доработаем. Сейчас сделаем здесь такие выемки, ну, соответственно, здесь тоже делаем, просто делаем вычитание. То есть у нас было в сторону добавления, а это будет в сторону вычитания. Вот. Ну и сейчас сделаем вторую, да, вычитание, то же самое по аналогии. Вот, ну и давайте непосредственно так доработаем вот этот моментик, да, смотрите. Я предлагаю сделать все-таки здесь какой-то такой вот бортик небольшой, да, вот, чтобы оно так смотрелось более, красиво, что ли. Сейчас мы его тоже отсечем. Ну и, собственно, тем же методом вот, мы добавим. Так, есть. Ну и смотрите, я вот думаю, что высота рельефа очень большая, поэтому вот предлагаю вам немножко, если вы повторяете за мной, тоже уменьшить рельеф. То есть мы основную как бы радиусы создали, а потом уже прижимаем рельеф настолько, насколько нам нужно. Ну и, соответственно, в работе со слоями, да, вот, я вам предлагаю сейчас делать по наибольшей всего, чтобы слои не добавлялись друг к другу, потому что, наверное, это будет, как бы для начала сложно, если там нужно соблюдать очередность, а если они не добавляются друг к другу, то есть очередность слоев уже не так важна. То есть нам сейчас важно как бы понять, как вообще работает со слоями. То есть в чем плюс работы со слоями? В том, что в каждом слое вы можете регулировать рельеф. То есть если что-то не подходит, вы можете подгонять. Вот, собственно, я сейчас ствол немножко пододвинул, потому что, тоже, когда рисуешь, какие-то бывают недоработки. Вот здесь я вот вижу, была недоработка, решил чуть-чуть подправить. Вот. Просто я делал как бы на скорую руку, там минут за 15, за 20 нарисовал это и как бы не сидел долго, не вымучивал. Вот. Ну и, собственно, давайте вот сейчас мы сделали окружности, и здесь тоже подожмем рельеф, скажем, сделаем 16, да, то есть, чтобы он не был таким выпуклым, да. Вот. Что дальше у нас? Дальше у нас по планам идет коробка, да. Ну вот мы создали слой коробка. Вот опять-таки я вам говорю, что не столь важно, да, здесь очередность слоев. Вот. Ну и в принципе можно немножко увеличить. То есть вы можете уже отдельно как бы детали регулировать. Вот здесь, допустим, что можно, да, я думаю, немножко барабан поджать, потому что он слишком торчит. Вот, вот так как-то более гармонично выглядит все. Остается у нас мушка. Давайте создадим мушка и курок. Да, пусть будет так. То есть сделаем общую высоту. Мушка-курок. Вот. И давайте зададим где-то шестерочку, да? Вот. Сейчас как бы мы не делаем какие-то скругления. В общем, мы делаем простенький, да, такой рельеф, я бы сказал.
Вот. Самое главное, как бы, понимание, как это вообще все работает. Вот. Ну и дальше что? Вот здесь вот артефакты тоже повылазили. Ну, по идее, можно было... Ну, можно скульптором, да, я сейчас подправлю скульптором. Можно было немножко затянуть вовнутрь и еще раз сделать рельеф. Ну, то есть какие-то альтернативные вещи. Ну вот, собственно, у нас осталось что там? Накладка, да, на ручку. Вот, мы сейчас ее сделаем накладку. Сделаем сам непосредственно курок. Да, мы сделали курок, по-моему. Ну и остался болтик. Что там? Болтик. Все, мы болтик добавили. Курок есть. Так, немножко я уменьшу сам курок высоту, да, с 8 до 6. Ну, собственно, вот буквально спустя пару минут, там, сколько мы потратили, может, минут 5-10 максимум, у нас уже есть какой-то рельеф пистолета. Вот. На этом, в принципе, все. С вами был Михаил. Всем пока, до новых встреч.